А чё мы квартиру не купим? Нужно смотреть минимум на 10 лет. По приезду в Польшу у тебя должен появиться календарик. Можно же было пойти в бизнес-инкубатор. Вода шепчет тебе пора сбухаться. Начнем с краткого знакомства. Давайте просто, Коль, с тебя краткая предыстория. Сколько ты лет в Польше, чем ты занимался, какой путь прошел? Привет, я живу тут уже 10-й год. Занимался тут в основном рекламой и недвижимостью. В недвижимости уже больше 5 лет. У нас сейчас тема 25 лет общего опыта в Польше. Но если говорить именно про недвижимость, то общий опыт наших агентов больше 100 лет только по Варшаве. То есть если взять каждого агента, его опыт, приплюсовать, поделиться кейсами, то на самом деле в недвижимости у нас опыт просто огромный. И этим опытом мы всегда делимся с нашими клиентами, помогая им выбирать лучшие варианты. Окей, Ваня, вам слово. Всем добрый день. Меня, собственно, зовут Иван. Я в Польше 4 года. Конечно, не 10, как Стас, не 10, как Николай. Но я вам скажу так. Мои 4 — это как 8 ваших. Как ваши 20, блядь, да? Да. К сожалению, тема легализации — это не последний вопрос, который придется решать абсолютно каждому иностранцу. И поверьте, тот фундамент и кирпичик, который вы закладываете при переезде, аукнется вам через 5, 7, кого-то через 10 лет, а у моих некоторых клиентов аукается и через 15 лет тема легализации. Да, все еще не получено гражданство, просто потому что заранее неправильно простроили собственный путь по жизни в Польше. Мы на рынке довольно-таки продолжительный промежуток времени и появились только благодаря тому, что почти с 15 лет я всю жизнь работаю в продажах, в сервисе, общении с клиентами. Я четко понимал и четко вижу, как работает польский рынок, кто здесь из компаний представлен, как они работают с конечным клиентом. И все это подтолкнуло меня когда-то влезть в это, создать собственный бизнес в сфере легализации. Наша задача не столько денег заработать на иностранцах, сколько популяризировать знания, помочь всем не допускать каких-то глупых ошибок на самом старте. Потому что в целом это отражается потом на вашей жизни в будущем, на жизнь семьи, тоже немаловажный фактор. Примерно так. Как и место, где ты живешь, да? Место, куда ты возвращаешься. Ну, если кто-то покупает квартиру, недвижимость, там, неважно, дом, квартиру, как семейный очаг, а не как инвестиции, то это супер важно. Я жил этот год на Броварах, вот, и у нас осталось там контракта месяц, и только сейчас я, как будто у меня, знаете, такое второе дыхание открылось, я начинаю еще больше ценить то, что у меня было, то, где я жил, и это прям круто. Я думаю, блин, почему я весь год так не жил? То есть, знаете, такое ощущение, я жил первые 1,5 месяца с таким ощущением, и вот последние 1,5 месяца. А все остальное, сука, входишь в ритм в этот и работаешь просто как не в себя, поняли? И вот эта вот осознанность, куда она девается, почему она пропадает. 2 слова про меня, да, расскажу, если кто-то смотрит наш канал в первый раз. Меня зовут Стас, мне 32 почти, и я 10 лет прожил в Польше из этих 32. В 2014 я переехал сюда. Мы переехали сюда с бизнесом агентским, это тоже, по сути, как у тебя история, да, диджитал-агентство. На пике у нас было 20 сотрудников, очень много зарплат, которые на меня давили, и поэтому мы решили этот бизнес с моим партнером закрыть. Мы его закрыли, думали, что чем еще заняться, занимались много чем в Польше, занимались инфобизнесом, у нас была школа проект-менеджеров, занимались несколькими офлайн-проектами, мы в Польше производили тюнинговые детали для олдкаров. То есть там BMW E46, Mercy, C-шки, там 200, по-моему. Мы производили тюнинговые детали, отправляли их там с партнером по всему миру, в Японию, в Америку, в Австралию. В общем-то, были какие-то бизнесы, но сейчас то, чем я занимаюсь, это 2 вещи. Это YouTube-канал, на котором вы сегодня, и это консалтинговое агентство, где мы помогаем выводить компании на польский рынок, регистрируем компании, ИП, бухгалтерия, оптимизация налогов и разные другие полезные фокусы. Ошибки. Итак, друзья мои, каждый из нас прожил какую-то историю, и история каждого, она уникальна. Да? Кто-то переехал сюда, как я, там, с 1000 баксов в 2014 году. У кого-то были деньги, у кого-то была карта поляка, да. У кого-то, возможно, уже были деньги, недвижимость, которую он продал в Украине, и у него были деньги, чтобы купить недвижимость здесь. И сегодня я хочу узнать вашу историю.
как вы поступали и почему вы так поступали? Мне всю жизнь очень сильно везет на людей, которые мне дают, подсказывают правильный пример, правильный совет. И слушая их, да, прислушиваясь, как бы в основном все решения в моей жизни были правильными, как мне кажется. То есть, мне кажется, я в хорошем месте сейчас с хорошими людьми, потому что когда-то меня провели по этому пути. То есть у меня всегда был хороший пример. Были и плохие, я их тоже повторял, но это тоже надо, да. Поэтому как бы мне на самом деле не на что даже жаловаться. Вот я так прям скажу, как бы фамильярно это не звучало, но я бы не сказал, наверное, где мне было сложно, это когда мы тоже приезжали 10 лет назад, мы делали студенческую визу с женой, тогда еще с моей невестой. Мы делали студенческую визу, и она имела доступ по этой визе к рынку труда, а я, как оказалось, не имел. То есть, хотя мы одинаковые визы из одинакового заведения получали учебного. И получается, я пару месяцев не мог вообще найти работу. И за счет этого мы, не то, что мы нас выгнали, мы сказали владельцу, слушай, мы не можем просто оплатить эту хорошую квартиру, мы должны съехать на более дешевую, потому что у нас зарабатывает только жена, меня нигде не берут. И реально пару месяцев я ходил, искал работу, где-то подрабатывал, типа мыть посуду или типа раздавать листовки. Это тяжелый труд, физически тяжелый и морально тоже, потому что в Украине в 18 лет я работаю в банке, у меня престижная работа, я зарабатываю больше, чем родители. В Польше я разношу листовки, и то это пару часов в день, потому что физически нереально больше. Это прям сильно давило. Особенно, когда твоя девушка зарабатывает больше, чем ты. Ну, как бы, знаешь, такая пацанячая гордость включается, как так. Но со временем это решилось. То есть со временем вот это был первый вопрос, который нужно было решить. Вопрос все-таки легальности пребывания тут. И это самое основное, с чем люди сталкиваются. И когда ты этот вопрос решаешь, перед тобой открываются, на самом деле, очень многие двери, очень многие. Потому что после этого сразу я пошел работать на нормальную работу с хорошей зарплатой, и без этого вряд ли бы я туда пошел, да, то есть тут как бы вопрос легализации, он прям очень острый. Основная ошибка — это когда ты едешь в Польшу и надеешься, что, наверное, это подведя итог моей истории, основная ошибка, когда ты едешь в Польшу, ты надеешься, что в очень короткое время ты круто легализируешься, и ты сразу начнешь хорошо себя чувствовать. Потому что все-таки препятствия, они есть на каждом шагу. И в том числе бюрократические, в основном бюрократические. Просто нужно иметь больше терпения, больше времени в запасе, чтобы и не расстраиваться сразу. Дзинькуя Борза или нет? Дзинькуя Борза, да. Не раз такое было. Могу рассказать классный случай в Жабке. Это, наверное, был второй или третий день того, когда я находился в Польше. Я прихожу в Жабку, вижу эту прекрасную продавщицу. Она уже понимает, что я по-польски не очень. Потому что она из Украины. И я такой смотрю ей в глаза и «Чи маче лоди?» И она такая смотрит на меня пристально. Пан, напевно, хце. Я до конца не понимал, что я сказал. Ну, теперь уже с бэкграундом польского. Да. А ты можешь перевести для зрителей? Лоды — это миньет. То есть ты сказал, типа, если у вас миньет? Да, если у вас миньет. И она такая не стормозила совсем, не растерялась, да, с юмором. Она говорит, ты точно этого хочешь? Я думаю, ты не первый, да? Да, я был далеко не первый, наверное, в решении таких прикольных случаев. Из глобальных ошибок, которые я допускал, живя в Польше, наверное, через лишнее доверие, на самом деле. Потому что Кому? К полякам или к нашим? Ко всем, в принципе. Мне казалось, что если ты договариваешься с человеком, то он выполняет свои обязательства. Как казалось, нет, это далеко не так. Ну, окей, а в Беларуси так же было? Слушай, в Беларуси было гораздо мне кажется, проще. это вопрос людей, ну, знаешь, что в Украине тоже есть и хорошие, и плохие люди, и те, кто держит слово, и те, кто нет. Коль. В Украине мне не приходилось вести какую-то бизнес-деятельность, и в целом всегда те люди, с которыми я общался, мне везло, что они слово свое держали устно. То есть все, про что договорился, в целом, мне кажется, да, всегда так было, что обещания сдерживались. В Польше, да, я действительно столкнулся с тем, что устное обещание поляка вообще ничего не значит. Давай не будем акцентировать внимание, наверное, поляки, украинцы, белорусы, вообще не важно.
В Польше в целом... Я бы вот акцентировал все-таки, это мой опыт, потому окей. что вот с поляками у меня не срослось. То есть если вы что-то подписали, он сделает так, как он написал. Если вы что-то проговорили, обычно это, ты знаешь, что-то не получается. Вот у меня часто было, когда мне что-то привозили, и я знаю, что доставка будет стоить там 200, 300, 500 злотых за какое-то оборудование, вещи и так дальше. И я всегда плюс 100 злотых держал для водителя, потому что он всегда приезжал, любой водитель, неважно, что он привозил, на протяжении нескольких лет он приезжает. Ты знаешь, мы так долго грузили, что-то ты еще не говорил, что так далеко ехать, там еще пару километров лишних, там, ну, надо еще больше. Я всегда доставал на сотку больше, говорю, смотри, я специально для тебя запас, потому что я знал, что ты будешь просить больше. Он говорит, откуда? Я говорю, ну, потому что вы такие. И вот это их даже немножко обижало, они, не надо тогда, знаешь, вот так это работало. Я к тому, что это... Я не только плохое буду про поляков говорить, абсолютно нет, как бы среди них есть много достойных людей, но в любом случае устные договоренности — это то, что я прям пару лет должен был на своей шкуре проходить, потому что я каждый раз, ну не могут же все быть такие, ну типа давай ничего не подпишем, ладно, там не так важно, устно поверю, и вот это всегда плохо для меня заканчивалось, к сожалению. Когда случился переезд, я искал, естественно, как и ты, Коля, тут работу, но у меня не получалось искать по резюме, по вот этим вот поискам по ресторанам, ну, что-то не сложилось. Я искал, как всегда, через сарафан. Я нашел здесь определенный круг знакомых, попросил, говорю, ребят, помогите, вот просто надо какая-то работа на какое-то время. И мне подсказали компанию, куда я обратился, пришел, сказал, я умею вот это. Они говорят, класс, нам это надо. И я на самом деле очень рад, что я туда попал, но одновременно впечатления остались такие себе, просто разошлись мнения. И вот когда пришло понимание, что пора строить собственное что-то, пришло понимание, что надо открывать бизнес и начинать двигаться в направлении того, чтобы дать наконец-то рынку сервис, начались поиски партнеров. Естественно, сам один ты это все не вытянешь. И глобальная ошибка была в неправильном подборе партнера. Знаете, чем это мне аукнулось? Чем? Примерно сотни недовольных клиентов, кучей проблем, которые я разгребал потом еще 1,5 года. И я скажу, у меня до сих пор не закрыт один вопрос, просто потому что человек скрывается. Тот партнер ты имеешь в виду? Тот партнер. А как ты думаешь, почему ты выбрал неправильного партнера? Понял, в чем ошибка в ошибке? В чем? Ошибка была в том, что у меня такой склад характера. Я сначала делаю, а потом понимаю, что происходит что-то не то. А сейчас тоже так или сейчас это Нет, изменилось? сейчас я гораздо скрупулезнее к этому отношусь, потому что вот эта вот ошибка дала точное понимание, что люди, которые тебя окружают, они тебя как делают, так могут и уничтожить. Так и сделать могут. Ну, как бы сегодня ты есть, а завтра благодаря кому-то на тебе будет стоять клеймо. Просто потому, что ты партнерился с этим человеком, Ну да, просто потому, что ты с ним работал. Значит, что ты плохо делаешь. Это значит, что тебя подставили просто-напросто. А попробуй рынку потом объясни, что тебя подставили. Всем все равно. Вы вместе работаете. Вань, ошибка была в том, что ты сначала сделал, а потом подумал? То есть ты Ошибка была в том, что я интуитивно выбрал человека? Интуитивно выбрал человека, который был на волне. Вот прям видно было, что да, мы сейчас тут этот мир поменяем вообще полностью. Но когда дело дошло до дела, и надо было засучить рукава и прям работать, Да. то резко это все пропало. Да. Ну, типа, менять мир, ну, вы там меняете, а я тут посижу в сторонке и посмотрю на это все. Какой это партнер? У меня в один момент где-то в 2022 у меня было FOMO, да, такое Fear of Missing Opportunity по поводу именно недвижимости, ну, потому что я думал, что она упадет, а она, сука, не упала, она еще и выросла на 40% за эти 4 года, да, вот, и в чем была ошибка? В том, что давайте даже сейчас на уровень выше, ошибка в моем инфантилизме, в моем инфантильном отношении к жизни, в детской, инфантилизм — это же детская позиция, да, это когда ты
как-то там жизнь с тобой случается, у тебя нету четкого какого-то плана, видения, целей. И когда я сюда переехал, будучи там 20-21 год мне был, ну, все-таки я думал, что я умный и мудрый мужчина. Но оборачиваясь назад, я понимаю, что на самом деле я был, ну, у меня не было еще опыта, я был, ну, молодой пацан. И если бы кто-то, возможно, как тебе, да, со стороны пришел и объяснил бы мне наглядно, сказал бы, ну смотри, вот можно построить кредитную историю в Польше, это будет стоить тебе чего-то, энергии, денег, времени, да, но взамен ты получишь что-то. Мне никто такого не объяснил, и я считаю, что это ошибка. То есть я считаю, что если бы я изначально был бы осознанней, да, если бы кто-то, возможно, вот так вот в видео сказал бы мне об этом, то я бы построил бы кредитную историю, я бы там, ну, условно, какую-то успел бы 1-2 квартирки там в Кракове купить. Сейчас у меня нет недвижимости, да, в Польше, но сейчас уже другие цели, планы и замыслы, да, это другой момент. Но вот в тот момент у меня была фома. Стройте кредитную историю, и самое главное, работайте с психологом. Нет, я не знаю, с кем там работать, ну, просто понимайте то, что ваша жизнь идет, да, и вот неважно, ощущаете вы, что вы будете здесь в Польше жить или нет, всегда, если вы тут находитесь в ближайший год, думайте так, как будто вы будете жить тут всю жизнь, да, и из этой позиции тебе легче потом принимать решения. Ну и в целом недвижимость это ж не, как бы, не клеймо, недвижимость можно продать. У меня, знаете, такой еще был страх. Это актив. Это актив даже, вообще-то, это актив, да. И Смотрите на меня, Ну, наверное. А ты такой, типа, да я хуй... Как для кого? Не, ты такой, да я хуй его знаю, я вообще актер. Я шел туда, я вообще просто, типа, говорят, статист. посиди с умным видом. просто. Что по недвижке? Какие ошибки люди допускают? Сколько у тебя квартир? Какие ошибки? Но, смотри, у меня ошибка, у меня только одна. Вот. Потому что, на самом деле, да, тогда в начале пути начнем, давай считать хотя бы там 7 лет. Первые 2-3 года я все-таки метался куда мог, а потом уже женился и понял, наверное, не респектабельно, да, наверное, не респектабельно работать официантом. Хотя за те пару дней в месяц зарабатывалось намного лучше, чем иногда за целый месяц. Чем в люди этом получают. бизнесе, да? Да. Я думаю, все, нереспектабельно, наверное, надо устраиваться в какую-то уважающую себя Контору. контору, именно так, да. Как бы есть большой опыт в продажах, в каких-то финансах, и чисто случайно меня не взяли на работу по продаже страховок, и очень хорошо. Рекрутер говорит, слушай, ты же еще по-русски говоришь? Говорю, да. А у нас рынок есть один интересный. Украина, Россия, там все страны СНГ, в компании Google. Надо вот открывается, надо поработать. Я говорю, Google, это что-то звучит респектабельно, да, для молодого жениха. И случайным образом я туда попал, и случайным образом, ну как случайным, прошел какую-то там рекрутацию, потому что как бы глупых людей не берут, сами понимаете. В целом повезло. То есть, да, мне просто повезло, то, что я туда попал, потому что там был очень крутой круг общения, там очень хорошо платили, там получилось за короткий период заработать на первый взнос на квартиру и с хорошей кредитной историей. Я вот просто сижу перед компьютером, друг говорит, слушай, ты же нормально зарабатываешь? Я говорю, ну, наверное, да. Он говорит, а что ты квартиру себе не купишь? А я прихожу домой, жене говорю, а что мы квартиру не купим? А она говорит, а я давно хочу. Вот это, кстати, вопрос, да, кто решает в отношениях, жена или муж. То есть в целом я такой, ну ладно, давай купим. А она уже прям загорелась, и за полгода мы нашли классный вариант, и купили, взяли ипотеку, и потом все, жили уже на своем. Это было классное решение. Почему классное? Потому что сейчас эта квартира стоит в 2,5 раза дороже, да. То есть реальная цена в 2,5 дороже? Ну, 2,5 да, раза? то есть сосед продал в 2,5 раза дороже, чем покупал. И это за сколько времени? Сколько прошло? 5 лет? 5 лет. В 2020 году мы покупали. Нет, это 4. В начале 20-го, да? Да, это 4 года. Ну, почти 5. Да. Вот, за это время. Ну и плюс, смотри, аренда очень сильно выросла. Потому что тогда мы платили за аренду, наверное, $400 в месяц. Это было хорошая, уже с хорошим ремонтом в новеньком доме, квартира 40, 45, 50 метров. Золотые времена. Да. И я понимаю, что мы такую купили,
и кредитная ставка у нас все равно тех же $400 сейчас. А когда мы ее покупали, она была меньше пару лет назад, мы вообще $200 за квартиру платили. Это твоя уже. Ну, твоя и банка, но ты платишь за нее $200. Это та, знаешь, такая сумма, которая вообще не кусается. То есть тебе просто комфортно жить в таких условиях. Это было хорошее решение. Это вот... И с другой стороны, в чем ошибки наших клиентов? Они всегда переносят на завтра. И ни разу еще такого не было, чтобы недвижимость стоила дешевле завтра, чем сегодня. Вот пока еще таких ситуаций не было. Конечно, бывает типа черные... А если сейчас 2008 начнут вспоминать? Да, конечно, можно вспоминать, но это же другая ситуация. Это типа ковид, война, тот же кризис. Это сложно предугадать. И я тебе гарантирую, когда у тебя есть деньги на покупку квартиры, но приходит кризис, так какая разница, сколько она стоит, если условно тебе вообще сложно все активы содержать, если у тебя бизнес тоже трещит, если у тебя кэшфлоу никакого нигде нету, то какая разница, сколько стоит эта квартира? Хоть она стоит там пару тысяч долларов вместо пару сотен тысяч долларов, ты ее не можешь купить все равно. То есть на это не надо смотреть. Кризис он всегда бывает, но тогда и деньги просто по-другому стоят. Как бы это не то, на что стоит обращать внимание. Все, особенно те, кто приезжают с Украины, с Беларуси, ну, со стран СНГ, они смотрят на недвижимость, на бизнес, на любые товары и услуги в очень короткой перспективе, типа год-два. И в Европе эта история вообще не работает. В Европе нужно смотреть минимум на 10 лет. Да, и единственное, что можно гарантировать в этом мире, да, по недвижимости, через год не факт, может быть дешевле, может быть дороже, может быть такая же по стоимости, но через 10 она точно будет дороже. То есть нету ни в одной стране мира и никогда в истории такого не было, чтобы в долгосрочной перспективе недвижимость дешевела. Ну вот так это работает. Поэтому это скорее было, да, это точно было хорошим решением, одним из немногих, которые еще в молодом возрасте дают тебе какую-то стабильность, дают тебе возможность рисковать, возможность чуть-чуть больше пробовать и чуть-чуть больше ошибаться. Потому что на съемной квартире я бы так не газовал. Я так не газовал, это точно, да. Вань, какие ошибки допускают люди, возможно, ты при легализации? У меня тут есть моих парочку историй, конечно, но я думаю, они будут похожи с тем, что ты встречаешь. Я, наверное, расскажу сначала про себя, но это можно будет обобщить, в принципе, под всех. Переезжая в Польшу, Коля правильно сказал, что ты должен простраивать перспективу жизни на десятки, пятерки лет вперед. Это касается в том числе и легализации, потому что многие критерии, которые ты должен выполнить при получении долгосрочных документов, они касаются вот этих вот 5 лет, 7 лет в жизни. Приехав сюда, я до конца не понимал вообще, останусь я в Польше, хочу я тут жить, нравится мне тут, хочу ли я гражданство. И я висел вот в таком вот подвешенном состоянии всю эту прекрасную пандемию, абсолютно без всяких документов, потому что, как бы, а зачем они мне были нужны? Я могу здесь находиться, в Беларусь мне путь заказан, как бы меня все устраивало. Но теперь, оглядываясь назад, я четко понимаю, что я не досмотрел. И не досмотрел то, что теперь я не могу получить резидентство в 5 лет. Мне придется ждать 6 лет. Не вовремя получил источник регулярного постоянного дохода, как всегда это у нас появляется. У многих это проблема, на самом деле. Многие не обращают на это внимания, но без этого источника регулярного и постоянного дохода получать долгосрочные документы сложно. Это топ-1, наверное, да, ошибка? Да, это топ, наверное, входит в топ-3. Топ-3. Вторая, самая смешная, которая может быть, у меня есть клиенты, которые живут в Польше уже не одну 5 лет, и уже даже не одну 10 лет, но они до сих пор не пошли за долгосрочными документами. И тут уже история не про источник регулярного и постоянного дохода, а история про знание языка на нужном уровне. Вроде бы плевая штука закрывается обычным экзаменом либо поступлением в какие-нибудь учебные заведения, но многие про это, естественно, забывают и вспоминают тогда, когда и надо уже бежать, получать документы, а ничего нет. И это сразу плюс полгода.
а то и плюс год, если мы идем, поступаем в какие-то учебные заведения. Это тоже входит, наверное, в топ-3 таких основных ошибок. Но в целом самое главное и самое правильное, что может сделать любой иностранец, переезжая в Польшу, он должен понять, что он здесь будет делать и как надолго вообще вся эта история. Если ты не понимаешь, как надолго история, то пути твоей легализации могут быть гораздо проще. Есть варианты там payroll-компаний, к примеру, которые дают возможность получения ВНЖ. Но одновременно, если ты смотришь на долгосрочную жизнь в Польше, на долгосрочную перспективу там, покупки жилья, открытия бизнеса и так далее, ты должен понимать, что ты за 7 лет должен выполнить определенный ряд критериев. Вплоть до того, что по приезду в Польшу у тебя должен появиться календарик, в котором ты отмечаешь все выезды и въезды в Польшу. Удобно, да, потом будет А просто... потом просто будет удобно через 5 лет собирать вот эту вот всю подногодную, всю историю, потому что по факту вот эти вот печати в паспортах кто-то где-то не поставил, кто-то где-то забыл, а обманывать государство на подачу документов такая себе история. Поэтому первое, самое главное, самое важное, когда иностранец переезжает в Польшу, поймите, насколько долго вообще в принципе здесь нужно находиться. Исходя из этого простраивается уже путь легализации. Честно, отдал бы, наверное, все деньги в момент, когда я сюда переехал, которые у меня были, за правильные советы человека в рамках легализации. Честно, вот просто вывалил бы на стол, но только объясните мне целиком путь, полную картину. Не вот этот вот первый степ, карту получить с побыта, классно, супер, а целиком картинку расскажите. Если бы тогда это было сделано, возможно, сейчас я уже был бы с какими-то другими документами. А возможно, и не в этой стране, что тоже имеет право и место быть. Ну да. Коль, ты когда переезжал, ты тоже у тебя был такой момент, что я не знаю, буду я тут жить в Польше или нет? У Когда я меня... переезжал, мне было 19 лет. Да, Да. да. О чем мы говорим вообще? Не, ну в целом, типа, Невеста спрашивает, что делаем? Я говорю, а что делаем? А что ты хочешь? Она говорит, едем в Польшу учиться. Я нормально, все. Вот так это было, то есть вообще налегке. Тогда вот было легче. Уже когда у тебя нету детей, когда у тебя нету каких-то серьезных обязательств, тебе просто прикольно, ты едешь в другую страну. Мы язык учили 3 месяца, и грамматику мы хорошо выучили, но мы приезжаем, и вроде бы мы между собой общались, и вроде бы должны понимать. И просто первый перекур в Люблине на первой остановке в Польше уже. Какие-то люди ходят ночью там по автовокзалу, что-то говорят по-польски, а я ни слова не понимаю. Я вышел на 5 минут просто подышать, и я слышу, что вообще ничего не понимаю, ни слова. Я перепуганный возвращаюсь в автобус к жене, говорю, слушай, жопа. Ну, мы вообще не знаем польского языка, ни слова. То есть настолько, знаешь, какие-то диалекты, акценты, вот такие моменты. Да, со временем, особенно работая в польском коллективе, месяц, два, три, ты уже очень много знаешь, очень много понимаешь и даже неплохо говоришь. Ну, понятно, что с акцентом, но неплохо. Но тогда это было легче. Сейчас тогда было легче, когда ты молодой, да? Ты просто переезжаешь, и у тебя как-то ты точно выкрутишься, да? Даже если не поешь день, ну что с тобой случится? Ты молодой. У тебя юношеский максимализм перекрывает, вообще компенсирует любые проблемы. Сейчас людям, которые чуть постарше, и даже с детьми, мне кажется, все равно легче переезжать, чем нам с тобой 10 лет назад. почему? Потому что сейчас ты идешь по Варшаве, и ты практически везде слышишь украинский и русский язык. А 10 лет назад такого не было. Его не было вообще. То есть вот ты сказал, что по сарафану устроился на работу. Тут тебя вообще никто не знает, и ты никого не знаешь. Абсолютно. Ни одного общего знакомого из всех твоих родственников и друзей. Абсолютно ни одного. И вот да, тогда было чуть в этом плане посложнее. Ассимилироваться было сложнее. А сейчас, мне кажется, даже у иммигрантов пропала нужда ассимилироваться. То есть им просто окей даже не знать польский. Ну, потому что ты и так договоришься везде, да. То есть сейчас немножко по-другому. Хорошо это или плохо, даже не знаю. Но точно не так страшно и точно не так больно в Польшу приезжать и жить. Точно не так сложно. Хорошо, расскажу парочку ошибок своих, да, которые у меня были. Первое, это с чего бы начать? Ну, наверное, это то, что я в
вначале так и не научился, ну, как-то считать цифры, да, и разбираться в этих всех налогах и всего остального. Мне казалось, что это какой-то такой темный лес. Эти все аббревиатуры бит, ватт, сит, песель, шмесель, пиксель. Я думаю, ого, ну, типа, в этом нереально разобраться. Каким-то неведомым образом мы приняли решение, и через год жизни здесь мы открыли спулку. Вот. И вместо того, чтобы, опять же, да, не было в картине реальности такого, вместо того, чтобы покупать какие-то консультации, с кем-то общаться, мы как-то начали просто сразу делать, да, опять же, юношеский максимализм, да, как ты говоришь. И мы начали сразу делать. Ну и мне кажется, что если бы я все-таки сел бы и заморочился, и разобрался бы один раз нормально в налогах, в инструментах, как можно выводить деньги, то у меня бы и больше бы оставалось чистыми, да, а это в плюс. И у меня тут как раз 9. И в квартиру, да, в кредитную историю, и в легализацию, друзья мои. Вот. Следующее — это тонкая такая вещь, тоже по поводу бизнеса. Ну, тогда уже были несколько бизнес-инкубаторов в Польше, уже тогда, там их 2 было на тот момент. И мне как-то, ну, мне как отшибло, поняли? То есть можно же было пойти в бизнес-инкубатор, не иметь спулку, а я вам напомню, в те года спулку можно было открыть только через нотариуса. Моя спулка открыта через нотариуса. В общем-то, не было в картине реальности вот этих вот инструментов, что можно перейти там на инкубатор, еще что-то. Опять же, вот я задаю себе вопрос, а в чем ошибка? Вот как ее не допустить сейчас людям, которые смотрят? Основной момент — это расширение своей как бы карты реальности, расширение возможностей в своей голове. Общаться с людьми. Чем больше ты общаешься с людьми, тем больше ты получаешь какой-то ценной информации. Я в первые там года жизни в Польше очень закрылся, расстроился и подумал, что я сам все могу решить, сам все сделать. Но на самом деле нужно было общаться с людьми, через людей понимать эти вещи. И да, кто-то предложит консультацию, и это нормально, а кто-то просто возьмет и поделится с тобой какими-то ценными советами. Соответственно, друзья мои, расширяйте карту реальности, смотрите видосы, послушайте подкасты, то, что вы сейчас делаете, да, и общайтесь с людьми. Вы не делаете этого, потому что, скорее всего, у вас есть такая штука, которая называется гордыня, эго, да, вы думаете, что вы знаете, как правильно, или вам вот не хочется куда-то идти, с кем-то общаться, где-то, возможно, под кого-то подстраиваться, но обычно самые крутые идеи, крутые партнерства, они приходят через людей. Вот. Поэтому такая ошибка. Я тебя поддержу. На самом деле консультация и покупка знания, даже если это покупка знания, она все равно намного выгоднее, чем когда ты это знание покупаешь своими ошибками все-таки. Потому что мы с женой тоже там с ранних лет, 20 где-то, мы пробовали разные бизнесы делать. Это были всегда очень мелкомасштабные. Ну, это, знаешь, такой бизнес, когда ты получил зарплату, заплатил за квартиру и продукты, у тебя осталось пару злотых, ты такой, вот на этом, это наш бюджет на бизнес, короче. И вот... На сдачу. Да, бизнес на сдачу был. Это очень ценный опыт, но те ошибки, которые мы допускали, в том числе даже просто какие-то рапорты финансовые, которые мы не знали, что их вообще надо делать. И потом бухгалтер за это берет в 3 раза больше и так дальше. То есть это, мы сейчас говорим не про большие суммы, и хорошо, что у нас их не было, больших штрафов, больших проблем. Даже вот такие мелкие, они все равно выходили бы нам дороже, чем простая консультация за $50 у человека, который за час тебе бы много объяснил. То есть это подтверждение вашим словам, знания и план действий, он может тебе сократить несколько лет и сэкономить очень много денег и добавить комфорта к жизни, чем, ладно, как будет, так будет. Это не про Европу. В Украине так прокатывало. Как будет, так будет. Ну, типа, что тебе будет, все нормально. А здесь все-таки каждая ошибка, она имеет вес и имеет цену, и даже через много-много лет тебе про нее могут напомнить. Тоже те же штрафы за парковку мне через 5 лет приходят, а не сразу, да. То есть вот даже такая история у меня. Ну да, с налогами также, с легализацией, да, по сути, ну, Примерно прошлые так же. 5 лет смотрят. С налогами можно тоже на 5 лет открутить назад и подтянуть за ниточки. Я тут даже вас всех, наверное, чуть-чуть дополню. На самом деле покупать информацию полезно, нужно. Но я бы сделал еще хитрее. Я бы купил из многих источников. Прям из всех. Знаете, чему научила Польша?
Потому что нет правильного Нет ответа. истины, нет Нет истины. Все совершенно верно. Нет верного ответа из одного источника. Не бывает его. Иногда приходится реально... Вот, я вспоминаю свою первую работу, вспоминаю тот коллектив. Меня просто кинули в море. Говорят, плыви. Я говорю, а что, куда, как бы, а что я продаю вообще? Говорит, ну, тут у тебя вот набор услуг, вот список, продавай. Кому что продавать? Ну, Как? к ТЗ вроде более-менее понятно, да? Надо заработать денег. Надо заработать как-то Ну, денег. как бы все понятно. Клиенты звонят, говорят, а вот тут вопрос такой, а тут вопрос такой, а у меня источника информации нет. Угадайте, что я делал в этот момент? Гуглил. Купил Нет. консультацию какие-то или конкурента пошел? Я пошел по всем конкурентам. Я просто загуглил тот вопрос, который меня интересовал, обзвонил всех конкурентов. И я нашел ответ на вопрос, который мне задавал клиент, и я закрыл его и заработал денег. Спасибо большое конкурентам за собственно, их открытость и терпеливость. Я получил нужную информацию. Теперь так пользуются тобой. И да, и нет, понимаешь? Ну, конкуренты. Иногда информация есть. Она в открытых источниках. Легализоваться может всё есть. каждый Все есть, ребята. сам. Ну, Ну, всё на есть. самом деле. Надо всего лишь потратить энное 600 000 количество часов. времени, энное количество времени для того, чтобы понять, что ты все делаешь правильно. Да. А если ты делаешь неправильно, ну, тебе всего лишь это аукнется. Ты заплатишь за это деньги и заплатишь своим собственным временем. Все можно сделать самому. И бизнес можно сделать самому, и легализоваться можно самому. Но вопрос в том, сколько времени ты на это потратишь, сколько денег и сколько усилий. Все-таки с надежными партнерами, которые вовремя скажут, что смотри, вот он твой подводный камень, не споткнись об него. И ты так, ого, а ничего себе, я себе сейчас год сэкономил. Хорошо, вы, конечно, такие умные, но давайте сейчас обсудим следующее. По поводу вот этих всех надежных партнерств, да? То есть, ну, ты правильно говоришь, но у меня есть такой уникальный навык. Я в один момент могу превратиться в своего же зрителя, поняли? И хейтить, типа, максимально. Поэтому давайте немного похейтим, да? Вас? Друг друга? Да всех, да, и друг друга, и все остальное. А ты говоришь про надежные партнерства. Все, смотри, все тут в этой комнате умные и красивые, да? Ну, как минимум Коля. Да, это важно. Важно Вначале подчеркнуть. зафиксировал, Но да? кто-то особенно. Мы с тобой под вопросом, да, но Коля, да. Ну, Коля, да. Вот. Как не допустить ошибку и выбрать правильного вот этого партнера, да? Потому что, ну, блин, реально, заходишь на рынок, ты там вводишь, типа, легализация в Польше, получить карту побыта в Польше, и там, ну, куча сайтов, ленды, кейсы, все остальное. Квартира, есть МОКа, да, агентство, но есть же и другие компании, и они тоже бы вроде все такие приятненькие, ну, активненькие, то есть как это делать? Какие могут быть критерии у человека, звоночки, да, выбора хорошего партнера? Хороший вопрос, на самом деле. Я часто к интуиции присматриваюсь. А как это? Ну как, у тебя... Слушай, типа, это что-то идёт врожденное. возбуждение Да, или- да, что-то врожденное. Тут у меня почему стол чуть выше? Приподнят. Кенты, да? Кентаицы. У тебя кенты есть просто, да, какие-то? Смотри, есть что-то внутреннее, Да. что-то то ли в желудке, то ли в груди, то ли где-то вот, ну, короче, где-то вот Мгм. здесь, что тебе говорит, просто останавливает тебя от сотрудничества, от дружбы, от любой вообще взаимодействия с человеком. Есть что-то такое, что тебя, наоборот, к нему подталкивает. Говорит, блин, тебе туда, вот тебе там рады, тебе там будет хорошо. И этому нельзя, мне кажется, натренироваться. Да. Разве что просто есть большой опыт, неудачи, удачи, тогда ты можешь как-то сегментировать эту историю. Но это что-то вот внутреннее. У меня вот это есть, и я очень благодарен кому-то, чему-то в этом мире за то, что у меня такое есть, да. Возможно, это эмпатия, возможно, что-то еще. То есть я как будто бы, знаешь, вижу человека и чувствую его эмоцию. И она или злая, или коварная по отношению ко мне эта эмоция, или наоборот положительная. И вот это располагает. А как ты в этом потоке, сейчас, извини, перебью, да, интересно просто, как ты в этом потоке контента, мыслей, разговоров там с людьми и всего остального, ну, не отлетаешь от этого чувства? То есть оно всегда с тобой? Реально. Что я понимаю, о чем ты. Вань, ты понимаешь, о чем Да, ты? я понимаю. Да, я понимаю, о чем ты, но мой нюанс в том, что иногда я просто как будто оно замолкает, я не чувствую его. Мне надо включать именно ум,
понял? А не там, условно, душу. Как ты не отлетаешь? Ну, если ты следишь за кем-то, ты имеешь в виду, если я смотрю чей-то контент, и как мне понять, прикольный он или не прикольный, да? Нет, я имею в виду, вот тебе надо, например, карту побыту сделать в Польше. Как выбрать партнера? Да, вот Смотри, какое-то решение. мы к этому пришли за много-много лет, которые мы здесь живем, мы с нашей компанией, и я тоже в целом к этому выводу пришел, то, что услуга, все эту услугу делают одинаково, плюс-минус. Конечный итог, карта или недвижимость, или открытие фирмы, она же одинаковая, да, то есть, ты понимаешь, да, алгоритмы все делают, мне кажется, тоже одинаковые. Ну, это мое мнение, да. И в целом вот есть точка А, точка Б, она у всех одинаковая, но путь, который ты проходишь, он может быть тернистый, а может быть приятный. Тебя могут провести за ручку, а могут еще и напрячь, чтобы ты там еще половину дела за человека делал, или затянуть дедлайн и так далее, и так далее. Мне кажется, что больше вот, когда ты приходишь получить какую-то услугу и ответ на вопрос, люди выбирают не компанию с ее какими-то нормативами и регламентами, люди выбирают других людей, потому что видно, что этот человек меня не наебет. Видно, что этот человек постарается, видно, что у нас одинаковое чувство юмора, нам будет комфортно общаться, и видно, что, знаешь, это вот как ты барбера находишь, условно, да? Ты приходишь, и 10 постригут тебя так, что тебе не нравится, а один пострижет так, что ты выйдешь прям довольный. И вот так же с людьми, которые услуги тебе любые предоставляют, ты понимаешь, что этому мне не надо объяснять, как меня стричь, я сразу выйду как надо, да, а этим 10 сколько не объясняю, все равно будет фигня. И вот точно так же и с недвижимостью, точно так же с любыми другими услугами я прихожу к человеку, а не за услугой. Мне важно, не важно, что этот человек будет делать. Или он мне карту по быту сделает, или потом пострижет после этого, или машину подберет, или еще не важно, да, то есть важно, чтобы этот человек был. Вот мне кажется, что в таких деликатных вопросах, как планирование своей семьи, планирование своего будущего, планирование себя в этом мире, вот надо идти к тем людям, которым ты доверяешь. И через соцсети мы тоже стараемся это транслировать. Я к тому, что у нас есть люди, которые к нам приходят как клиенты просто с рекламы, или нас просто посоветовали. И после диалога они говорят: слушай, специалист ты прикольный, но посмотрел я твои соцсети, и как будто бы вот у меня нету к тебе доверия. Я говорю: хорошо, понимаю, так тоже бывает, я не могу всем нравиться. А есть и другие, которые приходят сразу же после этого человека, говорят: слушай, ну у тебя соцсети вот такие вот, материшься, семью показываешь, то есть какие-то там плюсы, и видно, что ты открытый, да, и вот это мне нравится. А кому-то важно, чтобы его специалист не матерился и был таким вот идеальным, максимально с иголочки. И это нормально. Я не могу всех клиентов обслужить, я не могу всем нравиться. Точно так же, как моим клиентам не нравится второй, да. И вот это важно. Мне кажется, на это люди обращают внимание. Вот что ты пока говорил, вот что я понял, да. Для того, чтобы иметь такой навык, как у тебя, да, о котором ты говоришь, чтобы вот так с лету чувствовать людей, там синхронизироваться с ними и так далее. Я думаю, это моя гипотеза, скажите свое мнение, но я думаю, что для этого тебе надо очень хорошо понимать и чувствовать сначала себя, чего ты хочешь, какие у тебя ценности. И как только ты будешь понимать это, разбираться в себе, ты сможешь за счет своих зеркальных нейронов видеть и в этом мире находить подобное, то, что подобное притягивает подобное, поняли? То есть проблема людей, то, что они, не понимая себя, выходят в мир, ищут специалиста по легализации, кто им там спилку откроет, да, или компанию, или недвижимость найдет. Но при этом они вот такие разболтанные, они не знают себя, своих ценностей, что для них важно, умные или красивые, с соцсетями открытыми или корпоративными, там, какими-то закрытыми. Вот. Пришла такая мысль, возможно, кому-то будет полезно. Какие ты видишь инструменты, как выбрать подрядчика, да, там, или какого-то специалиста в Польше? У меня вообще кардинально другой подход. Я не умею пользоваться внутренними вот этими чувствами, когда матч. Поэтому я всегда выбираю сухо. Я собираю мнение со всего рынка, со многих подрядчиков. Но знаете, что цепляет? Цепляет, когда ты приходишь к легализатору и говоришь: хочу ПНЖ. А тебе легализатор задает правильный вопрос.
во-первых, зачем? Во-вторых, а какая цель вообще? Вот, какая твоя перспектива по жизни в Польше? Кто ты вообще по жизни? Что ты хочешь делать в Польше? Хочешь ты гражданство получать или нет? И вот это должно цеплять, потому что, задавая такой вопрос, специалист на том конце, он уже простраивает вашу перспективу. То есть он уже ищет варианты, которые подходят конкретно под вашу ситуацию. Ведь вариантов получить ВНЖ уйма. На самом деле. Какой путь вы выбрали, это еще не значит, что он правильный. То есть это еще не must-have. Возможно, вам это действительно сейчас вообще не нужно. Вам нужно пойти совершенно другим путем. Но понять, что вам нужно идти другим путем, вы сможете только тогда, когда вы четко понимаете долгосрочную перспективу. Когда человек с той стороны задает правильный вопрос. А зачем? А сколько ты здесь будешь находиться? А ты уверен, что так? И на самом деле это подкупает. Второе, немаловажное, лично для меня, это экспертность и то, как человек говорит. Если я слышу в процессе нашего диалога, разговора, консультации неуверенность, причем это не профессиональная неуверенность, когда мы говорим клиенту, вопрос очень интересный, он в плоскости бухгалтерии. Я лучше проконсультируюсь с бухгалтером и дам квалифицированный ответ, а съезжают просто на незнание, либо говорят какую-нибудь ересь. От таких надо сразу же бежать. Потому что если они уже врут на этапе консультации, то что будет дальше? Дальше это вообще кот в мешке. Поверьте, есть кейсы загубленные, где 2-3 года люди просто не могут найти номер личного дела, не могут дозвониться до подрядчиков, которые забрали деньги и пропали. То есть первое, самое главное, самое важное – это видеть перспективу и четко понимать, по какому пути пойдем. Второе – слушать, что вам говорят. Если там эксперт, поверьте, вы после консультации будете четко понимать, что вам нужно делать, в какой очередности, какие вам критерии нужно будет соблюсти для того, чтобы это сработало. Я добавлю коротко от себя, и получается такая ситуация, что я вот где-то посередине между вами, то есть я использую и тот инструмент, в зависимости, не знаю от чего, от кейса или вот как-то оно у меня рандомно работает. Наверное, не так, оно работает одновременно все-таки, вот. Стараюсь включать и голову, да, и какой-то сухой просчет, и эмпатию, и условно душу, да. Как я это делаю? Я считаю, что человек — это не ответ, а человек — это вопрос. Поэтому от того, какие вопросы мне задает там компания, где я оставил заявку, для меня это важнее, чем даже их ответы. Поняли? То есть, условно, я хочу купить недвижимость, и если я прихожу к тебе, и ты со старта мне говоришь, окей, недвижимость, ну хорошо, смотри, есть такие варианты, вот тут может быть хороший доезд, а тут это, а тут то. Это один формат. И второй вариант, когда я к тебе прихожу, ну, это как я бы хотел, да, и это, опять же, ну, кому-то это не важно. Я прихожу, и ты говоришь, окей, ага, так, ну, смотри, ты Стас, сколько тебе лет, а зачем ты покупаешь квартиру? Для инвестиций? Ну, слушай, для инвестиций, наверное, лучше туда вот, ну, туда, там, где-то сейчас на окраине цены лучше, чем в центре. Окей, а почему инвестиции? Почему для тебя важны инвестиции именно сюда? Может быть, все-таки ты ошибаешься, и у тебя завышенные ожидания? То есть, ну, вот если со мной так будут вести разговор, то все, я ваш. Ну, типа, я занесу вам все деньги мира. Да. Но как только я не чувствую как раз эмпатии, которую человек со своей стороны готов проявить, и профессиональных вопросов, да, которые он может задать, я сливаюсь. В завершение. У нас заканчивается время. Давайте сделаем следующий такой умственный эксперимент. Представим, что вы приехали в Польшу, да, там вот месяц назад, но при этом каким-то невероятным чудом с прошлой жизни у вас остался весь тот опыт, который вы получили в Польше. Как вы бы построили свою стратегию жизни, бизнеса, легализации и всего остального, да? Ты бы куда билет взял? В какую страну? Мы ехали Ну, сюда. если бы я приехал в Польшу, то я бы просто с Шопена улетел бы на Бали, да? Вы ехали в студию, как раз-таки вопрос этот с Колей поднимали, обсуждали, и я с Колей делился информацией, что на самом деле
Но если это не конфиденциальная информация, то Это не поделись. конфиденциальная информация. И если бы я сейчас обладал всеми, точнее, в тот момент обладал всеми теми знаниями, которые обладаю сейчас, возможно, мои выборы не пал бы на Польшу вообще. Ага. А куда? Америка? Я бы смотрел в сторону Лазурного побережья, Франции. А бабки где зарабатывать? Там же и же? зарабатывать. Там же тоже есть легализация. Легализация, по сути-то, во всем Евросоюзе есть. Ну да. Но одновременно я бы не забыл, наверное, про Польшу, инвестировал бы деньги здесь в недвижимость, потому что пока это самое интересное место из тех, что я вижу в данный момент. Ну а по как же росту. Испания и Испания, Испания? мне не близка Испания, Польша ближе. Понял. Хороший вопрос. Слушай, когда тебе 19-20, ты просто живешь свою лучшую жизнь, молодые года, и что-то пытаешься делать. И, наверное, Польша — одно из лучших мест, где и 20-летнему, и 30-летнему, и 50-летнему есть что делать, и есть очень много возможностей. Есть возможности как для малого бизнеса, так и для среднего. Потому что в более консервативных странах все-таки сложнее, они... Ну, кстати, да, согласен. Там рулят большие корпорации, и частному предпринимателю там очень даже не прикольно и по налогам, и по количеству клиентов. Да, лайк, подписка, согласен. И цену ты тоже нормальную не дашь, конкурирующую. Поэтому там ремесленничество, но, блин, это сколько? 1% всего потребления на ремесленничество. Смотри, когда вот ты такой молодой приезжаешь, тебе окей. Когда вот я здесь приехал намного больше после начала военных действий людей, и они говорят, Польша херня, тут погоды нету, все небо серое. И я впервые вот год назад, за все 10 лет, я такой смотрю на небо, а реально оно серое. Типа, ты этого не замечал, пока тебе этого не говорили. Ну, небо, как небо, да? Ну, да. Понимаете, о чем я говорю? Погода, просто падает дождь, просто есть солнце в том числе, просто как везде. Но потом тебе люди открывают глаза, говорят, слушай, а здесь, оказывается, вот есть страны, где 300 дней в году солнце, а не наоборот. И так далее, и так далее. И ты уже, наверное, когда становишься чуть старше, на это смотришь, что в целом в Польше хорошо, но и в других странах тоже неплохо. Я там не жил постоянно, я не знаю, как в других странах постоянно жить. И есть много людей, которые говорят, что через пару лет возвращаются с Таиланда, с Бали, с других стран, с Испании, потому что им сложно жить постоянно на этом, знаешь, вайбе, на сиесты, тропиков, вот на этом, постоянно в отпуске. Им сложно жить, они соскучились за холодом, соскучились за серым небом, соскучились за каким-то движением, бизнес-движением в том числе, да. Очень многие люди, которые живут у воды, говорят, что они спиваются. Просто когда ты живешь у воды, тебе нечего делать, и вода шепчет тебе пора сбухаться. Вот, я не знаю, обращали внимание. Аперольчик, там все дела. Даже когда ты выезжаешь на природу, ты сидишь возле воды, тебе прям постоянно хочется пить алкоголь, и вот океан особенно к этому. И посмотрите на эти страны, да, там Греция, Испания, неважно, Португалия. Да, вино все пьют. Да. То есть, возможно, есть такая участь. Те, кто живет у моря, расскажите, трезвую сейчас смотрите нас? Или вы уже под шофе, да? Поэтому смотри, чем Польша выигрывает, чтобы подвести итог, да? В Польше точно есть что делать. В Польше легче стартовать. В Польше есть много людей, активных людей, то есть не отдыхающих людей, с которыми можно строить бизнес, можно учиться, можно строить отношения. Вот это в Польше есть. Здесь постоянное, говорю про Варшаву, да, здесь постоянное движение, здесь очень много возможностей вообще делать что угодно. И у тебя точно получится, у тебя хватает рынка на то, чтобы продавать свою услугу людям. В других странах намного сложнее. Поэтому, беря весь свой опыт, все 10 лет проживания, и если бы я что-то заново начинал, я просто бы намного быстрее вышел на те результаты, на которые я вышел за 10 лет, да, но я бы точно их повторил, потому что у меня была бы возможность их увеличить. Про лазурку понимаю, да, больно, но у нас же правила эксперимента были в том, чтобы я построил стратегию, если бы мне там надо было все-таки выбрать Польшу и здесь там, да, прожить там следующие 5 лет. Нет ничего плохого в лазурке, там в основном все только хорошее, но типа правила игры вот такие. Поэтому я постараюсь ответить на вопрос, как бы я поступил сейчас, если бы я переехал в Польшу месяц назад, и при этом у меня весь тот мой багаж был бы. Но начинал бы я с нуля, да, с $1000, допустим, вот как у меня и было.
Первое. Я простраивал бы свою стратегию жизни. То есть я бы делал такую штуку, которая называется дизайн жизни, да, во всех смыслах этого слова. Сел бы, как хотите, там, на листке бумаги, на компьютере, хотите делайте доску визуализации, чего-то, кому как удобно, да. Но я бы просто бы, ну, я, например, это делаю текстом, я бы просто прописал бы ТЗ под названием «Моя жизнь через 5 лет». Техническое задание своей жизни через 5 лет. И в этом ТЗ я бы расписал, кто я, куда иду, хочу ли я там легализироваться или нет, важна ли для меня собственная квартира или нет, да, то есть я бы постарался бы здесь и сейчас, в точке А, принять это волевое решение. Да, я знаю, что может что-то поменяться, но человек, у которого нет принятого решения, и у которого есть принятые решения в отношении чего-либо, согласитесь, эти люди очень отличаются. По Колоссально вайбу, разное. по энергии, вот они отличаются. И я бы хотел вначале быть таким человеком, который принял все эти важные решения. Потому что я прожил первые 3 года в Польше, так точно, вот в этом непонятном состоянии. То есть ты прожил год в нем, а я в нем прожил 3 года. В непонятном состоянии, типа, ну вот я сейчас... Смотрите, я вообще приехал в Польшу на 3 месяца. Это именно тот пассажир, который приехал в Польшу на 3 месяца. Второе, что бы я сделал, это окружение. Окружение влияет, окружение решает. И, ну, даже мой пример с переездом в Варшаву, я записал видео о том, как я переехал в Варшаву. Это видео набрало 30 тысяч просмотров. Мне до сих пор пишут там про услуги какие-то, о которых я говорил, и легализации, и недвижки. Я скидываю, если что, ваши контакты. Вот. Ну, это реально кейс. Мне вчера писали, типа, а вы можете посоветовать риэлтора, который поможет найти квартиру, и скиньте обязательно ваше ТЗ, о котором вы говорили в видео. Потому что я там продал свое ТЗ, и я сказал, что такого ТЗ на поиск квартиры вы не видели еще. И я бы поменял бы окружение, я бы встревал бы во все движухи, во все бизнес-сообщества. Если позволяет бюджет Young Business Club, не позволяет, идите там в Rise и куда-то в белорусский, да, комьюнити ж есть. Короче, запихнулся бы везде, где можно. Вот. Пока не нашел бы какую-то свою стезю, струю, партнерство, знакомство, не оброс вот этим всем полезным материалом, да. Я бы разобрался бы с финансами и с налогами, потому что когда мы говорим за, ну, там, чуть больше доходы, если это, ну, для Польши, я напомню, это там, ну, от 15 тысяч злотых в месяц, да, то есть ты уже считаешься вообще каким-то непонятным Джеки Чаном, который непонятно чем тут занимается в этой Польше, да. Если ты зарабатываешь там 30, 40, 50 тысяч злотых в месяц, то в принципе непонятно, что с тобой делать. Понятно-то понятно, но когда ты считаешь налоги, ты понимаешь, что, ой, Не, а им как... понятно, ладно, Польша понятно, а вот тебе А непонятно. вот тебе непонятно, да. Непонятно абсолютно. Поэтому я бы разобрался в предмете под названием налоги, да, и под названием просто финансы. Важно разделить управленческий учет, тот, что ты делаешь для себя, для своей жизни, либо для компании, и как бы финансовую отчетность между государством. Мы же с вами понимаем, это могут быть разные цифры и разная бухгалтерия, да? И так все предприниматели делают. Итого, план на жизнь, дальше окружение, разобраться в предмете под названием налоги и финансы. И последнее — это много тестов. Невозможно достичь результата на старте, когда ты упираешься только в какую-то одну стратегию, долбишься только туда, потому что ты стартуешь в состоянии максимальной неопределенности, у тебя нет гарантий ни в чем, да. Поэтому я бы делал бы очень много тестов. Ну, тестов ниш, гипотез каких-то, да, тестов бизнеса. Call to action, ребят. Что бы вы пожелали нашим слушателям, смотрителям с высоты птичьего полета? Слушай, все, что я за свою жизнь понял, это будьте счастливы. Просто. Как быть счастливым? Чтобы быть счастливым. Я так просто не отстану. Тебе нужно ТЗ. Как ТЗ, как быть счастливым. Это не тот подкаст, да. И это не то, что я придираюсь. Я хочу... Мне важно быть счастливым. Не, круто. Мне важно быть счастливым. Мне кажется, я в своей жизни был несчастливый. И последние пару лет, мне кажется, я счастливый. Вот, ну, вот так, знаешь, просто ты оценишь свое нормальное состояние, когда ты такой, тебе хорошо? Да. В целом тебе хорошо. Ты бы пожелал такого состояния людям, которых ты любишь? Да. Вот такого. Поэтому
Вот так себя ведите. Да, вот так надо быть счастливым. То есть посмотри на человека, которого ты любишь. Жена, муж, ребенок, кто угодно. И пожелай ему своего состояния. Вот если ты хочешь ему этого, да, тогда, да, наверное, ты счастливый. Вот, или если тебе не нравится то состояние, которое ты желаешь человеку, которого любишь, поменяйся. На самом деле все очень просто, и здесь про психологию, здесь не про недвижимость. Чтобы быть счастливым, достаточно не делать то, что тебе не нравится, и делать то, что тебе нравится. И знаешь, и много-много лет я жил, как мне кажется, несчастливо. Ну, там, давно это было. Потому что мне казалось, что это нереально поменять. Потому что мне казалось, что те условия и обстоятельства, в которых я нахожусь, они никогда мне не позволят жить, двигаться по-другому. И заниматься тем, что все-таки нравится. Да. И достаточно Понимаю. всего лишь просто перестать этого делать. Оказывается, ничего не случится, дальше будешь жить. И все будет хорошо. Вот, наверное, такая штука. Это то, чего я желаю вообще всем людям. А если говорить про недвижимость, то если вам комфортно, купите, потому что жить в своем лучше, чем не в своем. Ну, из-за аргументов. Я могу ковыряться в носу, вытирать об стену и не бояться, что меня оштрафуют. Секс в своей квартире намного приятнее, чем в чужой. Продуктивнее, да? Это мы уже по твоим двоим детям поняли. Да, у меня двое детей красивые. И в целом, и жена очень красивая. И в своей квартире их можно делать, их приятно. Ты не боишься, ты не волнуешься, потому что они будут жить в этой квартире, ну, хотя бы, да, неважно, какая большая, маленькая, они хотя бы, им есть где жить. Ты просто по-другому себя чувствуешь. Ты чувствуешь себя вот немножко как в детстве, когда ты не волновался про пары, про оценки, про деньги в том числе, да, ты просто волновался, чтобы поделать такого классного, чтобы не проебать этот день вот, с кем-то из друзей, тоже с классными людьми, да, вот, понятно, что взрослая жизнь она другая, но иногда я ловлю себя на мысли, на том, что блин, что такого хорошего сделать? Не знаешь, смогу ли я сегодня покушать, или если мне заплатить за квартиру. Это базово, ты просто что-то делаешь, чтобы эти вопросы закрывать. Но ты не думаешь про это постоянно. Ты думаешь про то, что такого хорошего я могу сделать, чтобы помочь другим, чтобы просто оставить после себя классный след, чтобы просто этот день не был прожит зря, закрывая базовые потребности, а, знаешь, что-то вот отдать. Не принимать, а отдать. К этому ты доходишь с возрастом. Этого нет у 20-летних. У меня такого не было. В 25 у меня этого не было. Ты к этому просто чуть позже приходишь. И вот когда ты в таком состоянии, вот этого состояния я всем желаю. Вот как-то так. Спасибо. Вань, вам слово. У нас тут стол поделился на чувства, Да. сухие факты, и медиация. Да. Получается так, да? Кто на что учился? Вам финальное слово, Вань. Я на самом деле хотел бы, наверное, чтобы вы себе ответили на один правильный вопрос. Чего вы хотите в Польше? Хотите вы дойти до гражданства или хотите запустить собственный бизнес? И на основании этого по приезду важно, не откладывайте на последний момент. Не работает так в Польше. Сразу же по приезду просто получите свой roadmap до вашей цели. Правильная консалтинговая компания, правильный партнер поможет сделать этот roadmap и разметит те ключевые нюансы, которые вы должны обязательно сделать на своем пути. Без этого путь будет длиннее, чуть-чуть сложнее, ну и трудозатратнее. Поэтому в нагрузку, к счастью, когда вы четко понимаете, что вы хотите делать и при этом получаете удовольствие от жизни, наложите еще и перспективу собственной легализации, потому что без документов счастливым в Польше можно быть, но недолго. Можно, но сложно. На этой счастливой ноте мы благодарим вас за проведенное с нами время. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И хорошей вам жизни в Польше, в вашей квартире, легализации в Польше с вашей собственной картой временного либо постоянного побыта, да, пребывания. И прекрасного вам бизнеса в Польше, друзья. Всех обнял, приподнял. Пока.